Верх у нас с вами приклеился. Теперь мы клеим низ. Намазываем клеем. Положу. Аккуратно все разравниваем, чтобы у нас не свернулось. И отсюда вот начинаем клеить. Прижимаем. Вот этот уголок пока не приклеиваем. Так, все. Ждем сейчас, пока все высохнет. Придерживаем и ждем. Низ у нас приклеился. Переворачиваем. Здесь мы с вами не клеили. Берем клей. Внутри смазываем клеем. Наносим клей. И вот так зажимаем. И ждем, пока высохнет. Уголочек мы склеили. Здесь берем маленькие ножнички, аккуратно обрезаем. И если нужно, еще подклейте клеем. Здесь, видите, маленько осталось. Также клей наносим и зажимаем. Белок мы с вами оформили. Сейчас будем клеить зрачки. Берем зрачки, наносим клей. И приклеиваем. Прижимаем. Все, пускай сохнет. Один глаз мы с вами сделали, второй делайте самостоятельно точно так же. Глазки мы с вами сделали. Теперь их нужно будет приклеить. Сейчас мы приложим. Приклеивайте, прижимайте и будем ждать, пока высохнет. Глазки мы с вами приклеили. Дальше мы с вами будем пришивать ушки. Прикладываем, прикладывайте произвольно, как на вас глядят ушки. Я сейчас закреплю, покажу, что у меня получится. Можете их сделать поближе, либо подальше. Вот так вот одно ушко. Можно вот пошире их сделать, я, наверное, сильно их. Вот так вот. Можете ближе сюда к макушечке сделать. Берем иголочку, ниточку и пришиваем. Ушки пришили. И сейчас мы с вами дальше будем оформлять мордочку. Вначале мы вышьем белые полосочки под глазками. И здесь тоже полосы у нас будут белые. Сейчас мы один с вами глаз вышьем. Берем иголку и белую нитку. Снизу вставляем иголку. И выводим прямо под глаз. Хвостик оставляем.
проводим ниточку и выводим опять вниз. Подтягиваем и прошьем так еще один раз. Опять сюда же выводим иголку. Сейчас я подтяну еще. И опять вниз. Ниточку хорошо подтягивайте, чтобы она не болталась. Так, низ глаза мы с вами оформили. Сейчас нам нужно будет еще вышить наверху полоски. Давайте мы возьмем иголочки и отметим для начала, откуда мы начнем вышивать их. 1, 2, 3, 4, 5. Где-то давайте вот 5, 4. И сейчас начнем также вышивать. Также снизу заводим прямо под глаз. Я иголочку вытащу. Здесь нам сильно затягивать не нужно. Опять вставляем снизу. Прямо рядышком иголку выводим. Ложим полоску из ниточек и в эту же отверстие, в которое мы вводили в прошлый раз. Так, одну мы вышили. Если вдруг нитки не хватит, значит берем еще одну. Опять рядом выводим. Опять ложим ниточку и вниз. И так мы вышиваем. Так. Вышиваем где-то вот до сюда. Это у нас получается еще 1, 2, 3. 3 столбика. Давайте вышьем, посмотрим, что получится. И если что, дошьем до самого конца, вот до уголка глаз. Давайте вот до сюда вышиваете, смотрите, и если что, дошиваем до конца. Я дошила глаз до конца белой ниткой. Вот что получилось. Второй глаз делайте самостоятельно. Вышили мы на обоих глазках.
Теперь мы будем вышивать рисунок. Рисунок вообще вышивается произвольно, как вы хотите. Я вот сейчас тоже начну пришивать и не знаю, что получится. Давайте попробуем. Можно взять фотографию тигра и приблизительно сделать полосочки. Так, я сейчас намечу первые. Хочу сделать вот так вот одну полосочку наискосок, покороче. И с этой стороны. Так, заводим иголку. Черную нитку берете, иголку. Можно полоски сделать одинарные. Я, наверное, сделаю их двойные. Так, опять вот сейчас сюда. Сейчас я вам несколько полосочек покажу, а там вы уже только ваша фантазия. Думаю, что вот они такие двойные полосочки будут смотреться красивее. Так, и вторую рядышком. Так, и можно сделать вот здесь вот посерединке одну. Так, вот видите, надо перешить. Я сделала одну подлиннее, другая у меня получилась покороче. Так, ну вот так вот. И потом вот сюда полоски. Давайте я сейчас переделаю, и мы с вами встретимся. Переделала я полосочки одинаково. Сейчас вот одну можно сделать посередине. Мы сейчас сразу двойные будем делать полоски. Так, давайте теперь вот сюда, наверное, выведем. Так, теперь давайте вот сюда, так, чуть-чуть вот вниз, чтобы она... Так, и с этой стороны посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Сейчас я иголочку поставлю. Так, раз, два, три, четыре, пять. Или давайте-ка вот двойную лучше сделаем, а потом выведем. Так. Все, теперь вот сюда выводим. Угу. Так, здесь тоже на глаз можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть вниз. Так, сколько у нас?
Вообще у него полоски разные по длине, и большие, и маленькие, и широкие, они как-то в хаотичном таком расположены. Теперь вот здесь можно вот одну большую сделать. Тут только ваша фантазия. Сюда маленькую. Мы еще потом вот сюда по бокам пойдем. Можно вот в бок, наверное. Здесь вот одинарная, тоже сейчас двойную сделаем. Так, вот сюда вот выведем. Все, и так вышивайте. Так, ну где-нибудь можно вот сюда сделать. Вышила я полосочки. Давайте я вам покажу. Здесь вот я еще добавила одну белую. Если хотите, вот здесь тоже можно беленькую сделать. Одну черную, одну белую. Ну и сзади так произвольно полоски. И вот такие точечки еще маленькие. На голове нам с вами осталось еще вышить мордочку. Мы сейчас вышьем усики и пару точечек. Поставим иголочки, чтобы ровненько было. Вот они, наверное, пойдут вверх маленько наискосок. Вот маленький. Потом следующий будет побольше, подлиннее. И еще один. Можно покороче сделать. Все это также в произвольной форме. Снизу заводим, потом вот эти ниточки здесь все обрезаете. Это все у нас спрячется, когда мы с вами будем пришивать голову. Можно маленько поближе. Можно сделать подлиннее. Но я думаю, что можно было, да, вот здесь маленько подлиннее сделать.
Так, иголочку выведем вверх. Там мы с вами одну сторону вышили. Так, косовато получился. И здесь можно сделать пару точечек. Вот так вот. И одну вот здесь вот. Выводим иголочку на эту сторону и точно так же вышиваем вторую сторону. Ну вот, голову мы с вами полностью сделали. Теперь мы с вами будем оформлять туловище. Вначале мы сделаем утяжки. У нас будут утяжки внизу, где лапки. Мы сейчас поставим иголочки, а утяжки будем делать, когда будем пришивать лапки. Дальше сзади вот здесь вот будут утяжки. И мы сделаем по бокам еще утяжки. Здесь давайте поставим иголочки. Утяжки будем делать, здесь видно, где мы делали с вами убавки по бедрам. Приблизительно ставьте. Пониже. И вот с этой стороны. Так, берем иголку, нитку, которую мы с вами вязали. Иголку заводим снизу. Вначале мы сделаем на задней части утяжки. Хвостик внизу оставляйте. Вводим иголочку. Теперь вот сюда и опять в начало. Стягиваем. И еще раз давайте прошьем. Подтягиваем и выведем иголочку в начальную точку. Здесь подтянем. Давайте завяжем на узелок. Пока уберу. Так, вот здесь мы с вами утяжечки сделали. Теперь
выводим иголочку в бока, в бедра, где у нас будут с вами. И прошьем 2 раза здесь. Подтягиваем. И выводим иголочку на другую сторону. Так, вот так подтягиваете. И здесь также. Смотрите, чтобы утяжки были одинаковые с 2 сторон. И можно сюда же вывести, откуда мы с вами начинали делать утяжки, чтобы зафиксировать. Также завязываем на узелок. Ниточку обрежем. И здесь мы попозже сделаем с вами еще утяжку. Так, все, утяжки мы с вами сделали. Сейчас дальше мы с вами будем вышивать полоски. Теперь мы с вами будем вышивать полоски. Полоски можно вышивать в произвольной форме, как вы хотите. Мы с вами начнем их вышивать. Дальше будет фотография. Если вам интересно, то будете вышивать по той же схеме, как и я. Начнем мы с вами сверху. Здесь у нас будет пришиваться голова. Мы закрепим нитку. Здесь как бы нету никаких определенных правил. Можно вообще открыть фотографию тигра и приблизительно вышивать полоски. Но вот 2 полоски мы вышьем вниз с одной точки. Вышивать мы будем так же, как на голове, по 2 раза, чтобы полоски были потолще. Подтягиваем, прикладываем вторую полоску и выводим первоначальную точку. Теперь в эту сторону. Все это делается приблизительно. Никаких расчетов, никаких рядов мы считать не будем. Так, теперь давайте так, здесь вот маленькую сделаем, и от нее опять галочкой вышьем. Здесь уже вышьем подлиннее. Так, и прямо можно сразу вот сюда вот в бок вывести.
Нитка, если заканчивается, берите новую нитку, вставляйте и дальше. Так, сейчас я выведу теперь вот на эту сторону. Здесь тоже приблизительно. Ну, где-нибудь сейчас вот сюда вот выведем. Так, у нас подальше. Полоски все разные идут, одинаковых нету. Так вот в бок. Обязательно сделайте полосочки вот здесь по бедрам, чтобы закрыть с нами утяжку. Не забудьте. Все, и сейчас в произвольной форме. Здесь можно большую сделать полоску, потом по бокам маленькие, потом можно еще треугольничком сделать. Это уже как хотите. Все, вышивайте произвольно. Когда я полностью вышью, я вам покажу, что получится. Вот приблизительно, что получилось. У вас может быть совершенно другой рисунок. Теперь нам нужно будет пришить голову. Берем голову, прикладываем. Она хорошо как раз встает, голова. Берем иголку и нитку и пришиваем. Выравниваете, чтобы было ровно. Голову мы с вами пришили. Дальше мы с вами будем пришивать лапки. Вначале пришьем задние. Сделаем вначале утяжку. В одном месте у нас уже получилась утяжка. Иголочку поставим, приблизительно ставьте, где вот ножки будут у нас. Отступаем 2 столбика и выводим обратно иголку. И еще раз прошьем. Вот в эти места, где у нас утяжка, туда мы будем пришивать задние лапки. Так, давайте перевернем. Я вам покажу, как должны быть пришиты лапки. Прикладываем к месту утяжки. Можно зафиксировать. Лапки у нас вот чуть-чуть в бок расходятся. Зафиксируем иголочками. С одной стороны. И с другой стороны равняем. Переворачиваем даже. И также зафиксируем иголочками. Берем нитку с иголкой и, начиная вот отсюда, по кругу пришиваем, хорошо фиксируем лапки. И где-то вот
до этого места по кругу. Берем иголочку, ниточку и пришиваем. Пришили мы задние ножки. Я еще их пришила вот в этих местах, чтобы они хорошо держались. Дальше мы будем пришивать передние ножки. Их нужно будет пришить так, чтобы туловище у нас было приподнято на 1,5-2 сантиметра. Вначале нужно будет пришить одну ножку. Прикладываем и по кругу лапку нужно будет плотно прижать и по кругу ее пришить. Когда пришьем одну лапку, по этой лапке уже равняем вторую, чтобы было ровно. Давайте пришьем одну и встретимся. Одну переднюю лапку пришили. Она довольно-таки плотно пришита. Теперь по ней мы будем выравнивать вторую лапку. Нужно выровнять так, чтобы тигренок ровно сидел. Мне тут неудобно показывать. Вы сами лапку прикладываете, также плотно прижимаете и пришиваете. Ну вот, лапки пришили. Так, еще нам нужно будет пришить грудку. Берем нашу грудку, заводим прямо вот под мордочку. Все вот эти ниточки прячем. Выравниваем, чтобы она ровно была. Берем обычные швейные нитки белого цвета, иголочку и пришиваем. Пришили мы с вами грудку. Сейчас мы на грудке вышьем полоски. Сверху у нас будут длинные полоски, потом средние и в конце совсем маленькие. Откуда-нибудь. Давайте снизу иголку заведем. Так, я сейчас иголочками намечу вначале. Так, вот это будет длинная у нас. Сейчас с одной стороны вышьем, со второй вы уже сами будете вышивать. Так, и внизу будет совсем маленькая. Эту иголочку можно вытащить. Так, теперь вот это вот будет поменьше. И выводим вниз на самую маленькую. Одной нитки достаточно вышивать, двойную не нужно. И здесь вот маленькую полосочку. И выводим на вторую сторону. При желании можете еще длиннее сделать полосочки. Теперь также вышиваем на этой стороне. Вышили полоски на грудке. Можно еще добавить полоски по этой части грудки. На лапках 1-2. Это все произвольно. То есть как работает ваша фантазия.
Вот я добавлю еще здесь с этой стороны полоску и с этой стороны полоску. То есть как хотите, так и вышивайте. Я вышью, потом вам покажу, что у меня получится. Также берем хвостик. На хвостике нам тоже нужно будет вышить полоски. Здесь тоже произвольно. Можно, допустим, большую полоску, потом 2 коротеньких, опять большую, 2 коротеньких и между ними. Тоже вышивайте, и я вам покажу тоже свой результат, когда вышью. Я вышила полоски по бокам, на лапках, на одной и на второй. И также вот что получилось на хвостике. Теперь нам с вами осталось пришить хвостик. Прикладываем его посерединке, чуть-чуть загибаем и пришиваем. Ну вот мы с вами связали тигра. Давайте мы его посмотрим. Вот такой красавец у нас получился. Я надеюсь, что вам понравился мастер-класс, и вы свяжете точно такого же тигренка. Мне было очень приятно, что вы вязали вместе со мной. Жду вас на новые мастер-классы. Веселых и легких вам петелек!